Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. Сегодня я расскажу о Sequences в Kotlin, эффективном инструменте для работы с коллекциями данных. В этом видео я рассмотрю, что такое Sequences и как они работают, создание и использование Sequences, операции Sequences, сравнение производительности Sequences и обычных коллекций, рекомендации по использованию. Готовы погрузиться в мир оптимизированной обработки последовательностей? Поехали! Sequence Kotlin — это интерфейс, представляющий ленивую последовательность элементов. Ленивая означает, что элементы вычисляются только при необходимости. Это способствует повышению производительности при обработке больших наборов данных или выполнении сложных операций. Рассмотрим пример, который наглядно демонстрирует ленивую природу Sequence. Когда вы запустите этот код, вы увидите следующий вывод. Этот пример наглядно показывает, что операции map и filter не выполняются сразу при использовании последовательности. Вычисление происходит только тогда, когда мы начинаем потреблять элементы последовательности. В данном случае при вызове for-each. Операции применяются к каждому элементу по очереди, а не ко всей коллекции сразу. Такой подход имеет несколько преимуществ. Экономия памяти. Промежуточные результаты не сохраняются. Возможность работы с бесконечными последовательностями. Повышение производительности при обработке больших наборов данных, особенно если нам нужна только часть результатов. Существует несколько способов создания sequence. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Использование функции sequence_of. Этот способ удобен, когда у вас есть небольшой набор известных элементов. Он создает последовательность непосредственно из переданных аргументов. Это самый простой способ создания sequence для небольших наборов данных. Преобразование коллекции в sequence. Этот метод полезен, когда у вас уже есть коллекция, и вы хотите применить к ней ленивые операции. Преобразование коллекции в sequence позволяет работать с данными более эффективно, особенно если планируется выполнение нескольких операций подряд. Использование Generate Sequence. Generate Sequence полезен для создания потенциально бесконечных последовательностей. В этом примере я создаю последовательность натуральных чисел. Первый аргумент — это начальное значение, а лямбда-функция определяет, как генерировать следующий элемент. Этот способ отлично подходит для математических последовательностей или для генерации тестовых данных. Использование Sequence Builder. Sequence Builder — инструмент для создания сложных последовательностей. Он позволяет использовать произвольную логику для генерации элементов. В этом примере я создаю последовательность чисел Fibonacci. Ключевое слово yield используется для возврата очередного значения последовательности. Этот способ идеален для случаев, когда логика генерации элементов слишком сложна для простых функций вроде Generate Sequence. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и может быть использован в зависимости от конкретной задачи. Выбор метода зависит от источника данных, сложности логики генерации и предполагаемого использования последовательности. Sequences поддерживают множество операций, аналогичных операциям с коллекциями. Давайте рассмотрим некоторые из них. Важно отметить, что это лишь малая часть из всех поддерживаемых операций. Map и filter. Эта комбинация операций сначала отфильтровывает четные числа, а затем умножает их на 2. Благодаря ленивой природе sequence, фильтрация и отображение происходят для каждого элемента по очереди, а не для всей коллекции сразу. Take и drop. Операция take возвращает последовательность, содержащую только первые n элементов. Drop, наоборот, пропускает первые n элементов и возвращает оставшиеся. Эти операции полезны, когда вам нужна только часть последовательности. При использовании sequences необходимо помнить, что все операции откладываются до момента, когда результат действительно нужен, например, при вызове функции toList или функции forEach. Это позволяет оптимизировать выполнение цепочки операций, особенно когда не все элементы исходной последовательности нужны для получения конечного результата. Давайте рассмотрим результаты исследования производительности sequences в сравнении с обычными коллекциями. Операции, где sequences быстрее. В этой таблице мы видим операции, где sequences показывают лучшую производительность по сравнению с обычными коллекциями. Особенно впечатляющие результаты демонстрируют операции map, filter и take. Отмечу, что эффективность некоторых операций, таких как filter, зависит от конкретного сценария использования. Лучший случай обычно означает, что операция обрабатывает меньшее количество элементов, а худший случай — большее количество. Операция Take показывает наибольший прирост производительности, что делает ее очень эффективной при работе с sequences, особенно когда нужна только часть данных из большого набора. Теперь рассмотрим операции, где sequences медленнее. Эта таблица показывает операции, где использование sequences может привести к снижению производительности.
Особенно заметны потери в операциях sort, flatten и plus. Операция sort демонстрирует значительное снижение производительности, что объясняется необходимостью материализации всей последовательности перед сортировкой. Flatten и plus показывают наибольшие потери производительности. Это связано с тем, что эти операции требуют полной обработки всей последовательности, что противоречит принципу ленивых вычислений sequences. Distinct также может показывать снижение производительности, особенно в худшем случае, когда большинство элементов уникальны. Это связано с необходимостью хранения уже встреченных элементов для сравнения. Chunked показывает различные результаты в зависимости от размера чанка и общего размера последовательности, но в целом может быть менее эффективным при использовании sequence. Ключевые выводы. Sequences особенно эффективны при использовании операций map, filter, take и drop, особенно в цепочках преобразований. Операции sort, flatten и plus следует по возможности избегать при работе с sequences, так как они могут значительно снизить производительность. Эффективность некоторых операций, таких как filter и distinct, сильно зависит от конкретных данных и сценария использования. При работе с небольшими наборами данных разница в производительности между sequences и обычными коллекциями может быть незначительной или отсутствовать вовсе. Необходимо помнить, что эти результаты являются общими рекомендациями. В реальных приложениях всегда стоит проводить собственные измерения производительности, так как эффективность может зависеть от конкретных данных и сценария использования. Sequences в Kotlin — это отличный инструмент для оптимизации работы с коллекциями, особенно когда речь идет о сложных цепочках преобразований или больших объемах данных. Их главные преимущества — ленивые вычисления и эффективное использование памяти. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока!